где-то год назад примерно, может быть, на вопрос о том, вот как вы относитесь, возможно ли, чтобы Россия как-то присоединилась к НАТО? Я сказал, а почему бы нет? Мы не относимся к НАТО как к враждебной организации. Конечно, нет. И я очень благодарен президенту Соединенных Штатов, что наконец-то с территории США прозвучали эти слова. Для нас это очень важно. Это дорого стоит, когда президент великой державы говорит о том, что он хочет видеть Россию в качестве партнера, а может быть в качестве союзника. Как вы видите, не существует ни одной причины, которая бы стояла на пути объединения усилий НАТО и Российской Федерации сегодня. НАТО стало реалией сегодняшнего дня, и на этой организации лежит определенная серьезная ответственность за поддержание стабильности в мире. Мы сегодня уже работаем с НАТО в рамках совета, который называется СПС, и готовы расширять свое сотрудничество. Думаю, очевидно, процесс натовского расширения не имеет никакого отношения к модернизации самого Альянса или к обеспечению безопасности в Европе. Считаю, что для современного мира однополярная модель не только неприемлема, но и вообще невозможна. Отдельные нормы, да по сути чуть ли не вся система права одного государства, прежде всего, конечно, Соединенных Штатов, перешагнула свои национальные границы и, по сути, во всех сферах, и в экономике, и в политике, и в гуманитарной сфере навязывается другим государствам. Ну, кому это понравится? Кому это понравится? Они живут непосредством и перекладывают часть нагрузки своих проблем, груза своих проблем на всю мировую экономику. В известной степени паразитируют на мировой экономике и на своем монопольном долларовом положении. Вот сейчас у меня впечатление такое, что американцы к чему не прикоснутся, но у них всегда Ливия получается. Или Ирак. Так называемые победители, в кавычках, в холодной войне, решили дожать ситуацию, перекроить весь мир исключительно под себя, под свои интересы. Так ведут себя, извините, новориши, на которых вдруг свалилось огромное богатство. Может быть, исключительность Соединенных Штатов, то, как они реализуют свое лидерство, это действительно благо для всех, а их повсеместное вмешательство во все дела в мире несет покой, благополучие, прогресс, процветание, демократию. И нужно просто всем, как у нас говорят, расслабиться и получить удовольствие. Позволю себе сказать, что это не так. Это абсолютно не так. Однополярный мир – это апологетика диктатуры и над людьми, и над странами. Америка – великая держава. Ну, сегодня, наверное, единственная супердержава. Мы это принимаем. Мы хотим и готовы работать с Соединенными Штатами. Миру нужна мощная такая страна, как Соединенные Штаты. И нам нужна. Санкции, про которые вы сказали, они касаются Соединенных Штатов? Да никак не касаются. Вообще наплевать им на эти санкции, потому что последствия наших ответных действий, они на них никак не отражаются. Нулевой эффект.